Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про смартограф Olympus Air. Чуть больше года назад я уже упоминал эту штучку, когда обозревал подобный модуль, только от Sony, это был QX30. В том видео я этот QX30, по сути это как мыльница же с очень маленькой матрицей, сравнивал как раз со смартфоном тоже с маленькой матрицей, с iPhone 12. Ну и вполне понятно, что более современный смартфон 2020 года со всеми его наворотами, там, Smart HDR и прочим, уделывал эту камеру. Я новое устройство снимал, естественно, со включенным HDR, просто в JPEG, и сравнивал, какой получится у них результат. Кто из них более разумный, более качественно выдаст мне картинку. Ну и понятно, что смартфон в данном случае побеждает, а смартограф такой с маленькой матрицей, абсолютно не имеет никакого смысла в данный момент. Это вообще абсолютно бестолковая херня. Причем не обязательно это было бы сравнивать с топовым айфоном, а в принципе любой там китайский середнячок современный совершенно спокойно уделывает старую мыльницу с одинаковым размером матрицы просто за счет алгоритмов. Это и так понятно. Примерно в то же время у Sony были и другие вариации, например, QX100. Эта камера уже была аналогична по своему содержанию и по своей начинке RX100 модели, с цисовской оптикой, конечно же, этой 24/70 в эквиваленте светосильной и дюймовой матрицей. То есть это прям уже нормальная, не стыдная такая вещь. С ней действительно можно было бы уже что-то нормальное снять относительно обычного телефона. Да и в принципе, когда ты включаешь устройство, у тебя стартует с 24 мм, и на этот достаточно широкий угол можно снимать и без подключения к нему смартфона, потому что у Sony очень отвратительное было приложение, оно медленно соединялось, устройства между собой медленно коннектились, все с какими-то лагами работало, постоянно отваливалось. Проще реально такое устройство взять и снимать без смартфона, не глядя, а просто от бедра. Я про такую съемку еще чуть позже поговорю с вами. А еще Sony в 2014 году выпустила, например, и топовую модель в этой линейке смартографов QX1. Этот модуль уже имел сенсор на 20 мегапикселов APS-C формата, такой же, кстати говоря, как у Sony A3000, на которую я недавно обзор выпускал, можете тут глянуть по всплывашке. Камера действительно достойно снимает, матрица очень удачная, то есть вопросов по качеству снимков тут точно никаких не будет. Тут действительно мощная разница между каким-то жалким смартфоном и этим устройством. Здесь тебе будет и настоящий динамический диапазон, если ты снимаешь в RAW, а не в какой-то сраный JPEG. Тебе никакие HDR тут не нужны, и так все очень достойно будет по качеству. Опять же, за счет более крупной матрицы у тебя нормальное оптическое отделение планов, то есть у тебя будет размытие заднего плана. Само по себе устройство такое, пожалуй, все-таки тоже бессмысленное достаточно, потому как, во-первых, если тебе нужно действительно большее качество и так далее, и сменная оптика плюс ко всему у тебя будет надеваться, и за счет нее у тебя этот смартограф, который сам по себе компактный, станет большим, гораздо более крупным, если ты качественную оптику будешь ставить. То есть смысла в этом большого я не вижу. Проще купить тогда уже полноценную камеру от Sony, какую-нибудь Альфу 6000, и также ее себе в карман положить. Она, в общем-то, тоже не очень-то большая. Как один из вариантов, если с каким-то не очень крупным стеклом, каким-то компактным, с фиксом, допустим, там 20 мм f2.8, насколько я помню, такой маленький блин, достаточно компактный, юзать ее, да, наверное, неплохой вариант в случае, если тебе что-то надо чуть серьезнее снять с большим качеством, чем на смартфон, достать из сумки, допустим, подключить спокойно, не напрягаясь и так далее. Но если тебе это на каждый день нужно использовать, то это абсолютно бестолковая затея, потому что ты будешь мудохаться каждый раз с приложением, оно абсолютно ублюдское и так далее. То есть это не рабочая схема, нормальному человеку с этим было бы лень ковыряться. И наш сегодняшний герой, можно сказать, что примерно то же самое. Тоже получается смартограф с крупной матрицей, здесь в данном случае формата микро 4/3. Olympus Air, конечно, вышел несколько позже, он вышел в 2015 году, чем все устройства Sony. Sony уже забила к тому моменту на эту херню, а Olympus тут такие решили, выпустить камеру. И она, кстати, оказалась не такой ужасной, она оказалась более качественно сделанной, более продуманной и более удобной, на самом деле, в использовании. Хотя все равно считаю эти модули дурацкой затеей, которые к смартфону подключались. Да, это какая-то дичь, но, тем не менее, когда я увидел на Авито предложение Olympus Air, это довольно редкая сейчас вещь, ее очень трудно найти, а я такой увидел по достаточно сладкой цене,
Сразу же побежал и ее купил. Во-первых, мне было самому любопытно посмотреть, что это такое за зверь. Ну и, конечно же, хотелось вас порадовать новеньким контентом. Если вдруг забыли, то вообще всю технику для обзоров я покупаю сам, все объективы, все камеры. Иногда подписчики мне что-то подгоняют, но это все-таки происходит не так часто, как мне хотелось бы. Ну, если нравится то, что я делаю, есть желание, допустим, поддержать канал, можете подписаться на мой Boosty. Ну, хватит предисловий. Давайте я сейчас устройство это вам покажу у себя в руках и, в принципе, расскажу, как устроен Olympus Air. Внешняя оболочка тубуса из прочного глянцевого пластика. Вся конструкция скреплена по бокам двумя болтами. Сверху тут находится маленькая кнопочка включения, рядом с ней есть диод. Ровно посередине находится большая кнопка спуска из матового серого пластика. Снизу есть штативная резьба. Все очень симметрично и аккуратно смотрится. Сбоку находятся два металлических зажима. Передний позволяет отсоединять объектив, задний позволяет снимать заднюю вот эту крышечку. По умолчанию в комплекте шел серебристый кит 1442 мм. У меня на такой есть обзор на канале. Но я не так много на самом деле именно с ним снимал, потому что в этом особого смысла я не увидел. Мне больше понравилось снимать на вот этот прикольный белый 15 мм f8 бодикэп. На него, кстати говоря, тоже также имеется обзор на канале. Смотрите, как бодикэп вот этот беленький с белым корпусом Olympus Air смотрится сексуально. Так, давайте снимем заднюю площадку и посмотрим, что тут есть. Тут везде приятный матовый пластик, что у этой крышечки, что здесь. Снимем также вот эту заглушку. Она легко снимается. Под этой накладкой у нас тут находится слот для microSD карточки. Вот он. Аккумулятор здесь встроенный. Никаких отсеков для аккумулятора тут нет. Micro-USB разъем используется тут для сброса фоток и для зарядки как раз таки. Также здесь находится переключатель беспроводного соединения, а также написан пароль для первого коннекта по Wi-Fi с вашим смартфоном. Ну а сзади крепится площадка. Тоже из светло-серого матового пластика. Она открывается нажатием двух кнопочек по бокам. И тут есть возможность выбрать степень наклона в зависимости от габаритов смартфона, который используется. Если бы у меня все еще был iPhone 12 mini, я выбрал бы, конечно же, Small. Но сейчас у меня лопата Pixel 3 XL, так что установлен Large. Телефон причем устанавливается в зажим под наклоном, вот таким вот образом. То есть он стоит вот так. И это, в общем, очень удобно, если ты планируешь снимать какие-то горизонтальные вещи, но если ты хочешь снимать вертикальные вещи, то это просто отвратительно, потому что тебе остается два варианта: или снять нахрен уже телефон тогда с площадки, или сломать себе шею. Также снизу тут болтается очень крутой, широкий, мягкий, со стяжечкой, вот здесь вот в середине, ремешок для кисти. Мне очень нравится, очень качественно сделанный и даже такой в каком-то смысле немного стильный. Родное приложение от Olympus уже давно не функционирует, но в отличие от Sony, Olympus сделали открытый код. Так что в Google Play есть даже несколько сторонних прекрасно работающих приложений. Я нашел наиболее удачным вот это, которое сейчас у меня открыто. Тут есть, в принципе, все супер тонкие настройки Olympus, какие только можно себе вообразить. И в этом плане оно просто супер удобное. У меня сейчас все вручную настроено. Главное не ставить разрешение 1080p, иначе превью будет лагать. Все-таки тут древний Wi-Fi модуль. 800 на 600 у меня сейчас стоит. Это самое то. И что важно, приложение при выключении, то есть вот ты выключил телефон, выключил камеру, оно не отсоединилось в этот момент. У тебя все равно сохраняется коннект по Bluetooth. Вот, видите, здесь диод, я не знаю, насколько видно сейчас при таком ярком, при такой яркой подсветке, но он просто помигивает слегка.
Матрица в Olympus Air установлена на 16 мегапикселов, такая же, как и во многих камерах примерно того периода. Процессор здесь TruePic 7. То есть, в принципе, по своей железной начинке эта камера, в общем-то, идентична Olympus OMD EM10 первой модели. Так что, если интересуют какие-то характеристики, такие как там резкость, ее динамический диапазон, еще какие-то технические штуки, во всем этом сразу же отсылаю вас к своему обзору на, собственно, десятку Olympus первую. Там все подробно расписано, потому что, ну, это действительно буквально та же самая камера, просто в другом форм-факторе. Ну, если кратко резюмировать то, что там я говорил, в принципе, камера действительно устарела, конечно, но и по сегодняшним меркам снимает вполне себе достойно. То есть там никаких катастрофических провалов в светах, тенях у тебя не будет при съемке. Ну и хоть там и есть еще сглаживающий фильтр перед матрицей, но все-таки резкость достаточно хорошая. Ну и снимать на эту камеру, конечно, на порядок удобнее, чем на вот эти QX и соневские, потому что здесь так сильно заморачиваться с подключением не нужно. Тут и Bluetooth подключение, и Wi-Fi подключение одновременно друг с другом контачатся. Если ты выключаешь, как я уже сказал, смартфон или выключаешь камеру, у тебя они друг от друга не отсоединяются, они сохраняют соединение. Приложений, в общем-то, тут и не одно, а множество, и причем они из-за того, что открытый код сторонние, некоторые довольно сильно друг от друга отличаются. Можно выбрать себе, какое больше понравится, которое там, на твой взгляд, работает более стабильно. Но хочу честно признаться, мне не нравится визировать через экран смартфона, особенно если он большой. То есть это у тебя такая здоровая бандура получается, которая, ну, больше, наверное, по габаритам в целом, чем нормальный обычный фотоаппарат был бы, и тут как бы вообще какой-либо смысл компактности теряется. Плюс фокус здесь не то чтобы супер расторопный, тут 81 контрастная точка, и ты, допустим, нажимаешь, все равно прогон линз, во-первых, проходит, и, во-вторых, из-за того, что устройства между собой соединяются все-таки по Wi-Fi, все равно какой-то input lag присутствует. Конечно, с одной стороны, удобно то, что ты просто тачем ткнул, куда тебе там надо, в экран, оно туда сфокусировалось и так далее. Но это несколько дольше и несколько менее удобно, чем если бы ты просто камерой воспользовался. Ну, так что прям супер комфортной или быстрой съемку с подключенным смартфоном я бы не назвал, хотя в любом случае она реализована здесь, ну, просто намного лучше, чем у Sony. Ну и сравнивать Olympus Air с смартфонами я тоже большого смысла не вижу, потому что, ну, блин, ну, любому нормальному человеку понятно, что полноценная, в общем-то, камера с крупной матрицей, она в любом случае будет снимать лучше, чем любой смартфон, даже самый навороченный, топовый, флагманский и невероятный. Тут вопрос действительно упирается в размер матрицы, потому что у тебя здесь и нормальный динамический диапазон без каких-то ухищрений есть, и резкость хорошая, детализация, и плавные переходы у тебя тональные и так далее. Ну, пару кадров я для сравнения все-таки сделал, так что можете, в принципе, посмотреть, оценить, насколько есть тут разница, потому что, ну, ясное дело, что даже с самым простеньким китовым объективом камера с матрицей микро 4 третьих снимает лучше, чем топовый смартфон с Google камерой. Но с другой стороны, если ты не снимаешь что-то прям уж важное или просто какую-то ерунду снимаешь, понятно, что проще вообще не морочиться с этими дополнительными модулями, проще щелкнуть на смартфон и голову себе не забивать разной херней. Но если тебе нужен более серьезный подход, допустим, ты хочешь снять какой-нибудь закат, где тебе уже точно динамического диапазона у твоего телефончика с мелкой матрицей не будет хватать, тем более он еще там будет неправильно все экспонировать и не будет понимать, что ты от него хочешь, тебе потребуются более тонкие настройки. Короче, в данном случае, да, можно на расслабоне как-то там, как я уже сказал, подключить этот модуль, снять и, визируя по смартфону, снять то, что тебе нужно. На мой личный взгляд, единственное более-менее крутое применение для подобных устройств – это съемка стрита и каких-то спонтанных снимков, при этом не подключая смартфон. Ну и в случае Olympus это вполне себе реализуемо, потому что ты берешь какое-нибудь мануальное стекло, прикрываешь на нем диафрагму, фокусируешься на гиперфокал,
Если оно еще компактное, то это вообще замечательно. Вот в данном случае я снимал на Olympus 15 мм f8 Body Cap, который, ну, по сути, шуточный, но зато он довольно широкий угол имеет обзора, у него большая глубина резкости, f8 постоянная диафрагма. Собственно, нацепляешь, включаешь и снимаешь, просто направляя куда-то там в сторону того, что ты хочешь снять, примерно в голове прикидывая, что у тебя получится. Ну, для меня, например, это вполне реально, потому что я большинство стрит-фотографий и так делаю, не глядя в камеру, а просто от бедра. То есть проблемой для меня это не является. Тем более у Olympus Air достаточно удобный форм-фактор, большая чуткая кнопка спуска, видели, такая здоровенная, с матовым таким пластиком. То есть, ну, прям все окей. И включается камера очень быстро. Ну, еще немаловажно то, что смартограф этот, он не похож вообще ни разу на фотоаппарат. То есть это какая-то непонятная круглая, цилиндрическая, не знаю, там, белая хреновина, она, ну, ни разу не похожа на фотик. Так что для стрита это вполне себе неплохой вариант. Сейчас наверняка набегут какие-то петухи, которые начнут мне рассказывать про плохую композицию данных снимков, но, видимо, им не вдомек, что это просто сделанные снимки, не глядя, для примера того, что можно плюс-минус сделать на нее, рандомно снятые от бедра. Ну, ладно, я, короче, не буду оправдываться, долбоебы всегда в комментариях найдут свой приют, я всегда им рад, пускай там развлекаются. Сейчас эта камера перешла от меня к одному моему приятелю, он ее юзает вообще с сверхшириками, с различными фишами и вообще всячески развлекается. И он мне даже рассказывал, тут был случай, когда он ну, что-то снимал, стрит очередной какой-то, и к нему человек подошел и спросил, что это за печать. И действительно, вот как я искал, что форма, внешний вид и вообще как бы этого устройства, оно не наводит ни на какие мысли о том, что это какой-либо фотоаппарат. Какая-то маленькая беленькая штучка, к тому же бесшумно снимающая, потому что здесь есть только электронный затвор. Но единственный серьезный минус, который я могу тут увидеть по фоточасти, это, наверное, отсутствие все-таки стабилизатора на матрице. Такой уже фирменной фишки Olympus. Ну, они, в принципе, славятся крутым стабом, за счет которого во многих ситуациях круто тащат. Здесь его, к сожалению, нет. Ну, здесь его, опять же, и некуда было бы физически поставить. Тут места просто нет, устройство максимально компактное. В целом, сама идея подключения какого-то отдельного модуля с крупной матрицей к смартфону, ну, она звучит неплохо, действительно так перспективно, интересно, но на бумаге. По факту же пока что все реализации такой вот системы, которую я видел, ну, они хромают на обе ноги, кривые, косые, плохо реализованные. Единственное, что про Olympus Air я могу сказать, что у них действительно получилось лучше, чем в случае Sony. Ну, смартограф Olympus, конечно, удобнее, и его проще использовать без подключения непосредственно к смартфону. Но, конечно, все равно это пока что баловство. Может быть, в будущем мы увидим какие-то более прокачанные, более удобные, осмысленно как-то сделанные устройства, но пока что таких нету. Ну, я надеюсь, что вам было интересно узнать мое мнение про вот эту забавную такую недокамеру. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. Я тут стараюсь все-таки регулярно их снимать. Ставьте лайки, чтобы видео получше продвигалось. Ну и до новых встреч. Пока. Thank you.